Ребят, мы приехали в Ушмаль. Это еще один древний город майя. Тоже очень величественный, красивый. Что примечательно, здесь гораздо меньше туристов, но также очень дорогой вход. Вот, например, парковка нам стоила 110 песо, а вход в этот храм 536 песо с человека. Так как Кирилл уже успел посмотреть и Экбала, и Чеченицу, он сказал, что он сейчас отдохнет, а мы вот с Али решили погулять и посмотреть этот храм. Что примечательно, информации очень много, потому что я досконально изучила историю этого храма, провела, наверное, несколько часов, чтобы почитать. Что важно, Ушмаль в переводе с майянского обозначает трижды, то есть трижды отстроенный храм. Был построен в 1 веке, но очень многие ученые говорят, что это произошло еще гораздо раньше. Здесь есть несколько главных зданий. Первое – это пирамида колдуна. Так ее называют, потому что считают, что ее построил колдун, или точнее сын колдуни, который вылупился из яйца и построил эту пирамиду всего за одну ночь. Представляете? То есть в мае народ просыпается и видит такую огромную пирамиду, которая сейчас находится за моей спиной, но я вам ее покажу еще чуть более детально чуть позднее. Дальше здесь находится дворец правителя, голубятня и монастырь, женский монастырь. Все это мы пройдем, и я вам покажу. Что еще примечательно? Вот смотрите, вот эта вот пирамида, она построена на возвышении 15 метров. И это специально делали, чтобы она была более величественной перед другими пирамидами. А сама высота составляет 18 метров. По данным ученых, в реальности строили эту пирамиду 400 лет. И, скорее всего, это делали этапами. В 9 веке эта пирамида имела уникальное значение, и она была одной из самых значимых вообще у народов майя. Чем еще отличается эта пирамида от других? Тем, что у нее совершенно другая форма. Посмотрите, она не квадратная, она не круглая, а имеет эллипсоидную форму. И когда мы пойдем в дворец правителя, то оттуда, скорее всего, будет лучше разглядеть форму этого храма. Что еще интересно, то что раньше эта пирамида была разукрашена в красные и розовые цвета и украшена синими узорами. Но с истечением времени этого уже нет. Кстати, еще один интересный факт, то что внутри пирамиды, и точнее на ее стенах, живут бактерии, которые вызывают эрозию камня. И потихоньку эта пирамида разрушается. Поэтому мы счастливые люди, которые можем наблюдать и любоваться этой пирамидой. Али доволен тем, что здесь нет туристов, и можно вообще вот один единственный турист, который готов сфоткаться с пирамидой. Слушайте, после Чеченицы, где просто яблоку негде упасть, это восторг какой-то. Смотрите, ну раздули. Сейчас гуляем по пустым тропинкам и любуемся пирамидой мага, пирамидой волшебника, или как еще называют, замком карлика. Сейчас мы обошли пирамиду с другой стороны, и здесь открывается шикарнейший вид на нее и на фасады. Кстати, эти пирамиды строили в стиле пуук. Чем они отличаются от любого другого стиля? Тем, что это древний майянский стиль. И посмотрите, нижняя часть, она была просто плоской и нет ничего. А вот верхняя, там просто изобилие фасадов очень красивых. И очень часто можно там увидеть изображение маски бога дождя. Очень красиво и необычно. Что еще типично для стиля паук, то что можно увидеть на храмах вот такие вот крюки. Непонятно, для чего они вообще были построены, никто не знает их назначения, но их зачастую можно здесь встретить. Сейчас мы проходим женский монастырь, говорят, что его так называли, потому что испанским конкистадорам он показался похожим на монастырские кельи. На самом деле, во времена майя говорят, что здесь была военная академия, потому что на Ушмаль были частые набеги, поэтому им необходимо было как-то защищаться. И помимо этого еще хотела добавить, что вообще в этом древнем городе проживало 25 тысяч человек. Должно быть всего 74 таких комнатки, которые как раз служили жильем во времена военной академии. Сейчас мы подходим к полю для игры в мяч. На высоте 8 метров были установлены кольца. Для этой игры называлась она пок-топок.
сам мяч, он был из каучука. Весил 4 килограмма, и отбивать можно было только бедром. И что примечательно, капитан победившей команды, он удостаивался чести быть жертвой в жертвоприношении. Здорово, что некоторые храмы не ограждены, можно походить по ним, забраться. Получается, что в основном только нельзя подниматься на пирамиду волшебников. На остальные можно вот потрогать хотя бы, посмотреть поближе, это здорово. Чем примечательно еще Ушмаль, то что здесь можно подняться на дворец правителя, на его крышу. И здесь будет открываться красивый вид на замок Карлика. Сейчас мы поднялись наверх. Ой, ну здесь очень красиво, просторная площадка. Здесь мы видим богато украшенный фасад. Как раз таки отсюда открывается вид на замок Колдуна. Можно поделать фотографии, а вот отсюда мы пришли, получается. Хочу найти центральный вход. С этой площадки еще открывается вид на большой храм. Сейчас мы как раз, скорее всего, его увидим. Это называется большой храм. Он пониже, чем замок Колдуна. Но у него тоже эллипсоидная форма. Кстати, по этому храму еще зачастую бегают игуаны. Я все хотела заснять, но я вам до этого уже снимала в других выпусках. Вот они прям такие большие бегают, но прям очень быстро, что я не успеваю достать камеру. Еще здорово, что именно вот в этом храме можно ходить по этому храму, да, Али? Да, вообще. Но тут совершенно другой уровень ощущений и погружения, нежели чем в Чеченице, где вообще никуда ходить нельзя, только смотреть там на как расстоянии. на экспонаты, можно Да. так сказать, да. Сейчас мы подошли к Голубятне, такое название дали испанцы этому зданию. Вот эти 8 пирамид, которые здесь находятся, они напомнили им Голубятни в их родных городах, поэтому дали такое название. А центральная часть этого здания разрушена, и сейчас мы можем наблюдать только руины. Мы пришли к выводу, что это и есть центральный вход дворца императора. И здесь мы должны видеть вот из этих иероглифов изображение вождя, который правил народом майя. Но сейчас его сложно разобрать из-за того, что здесь проводится реставрация, и некоторые элементы этого рисунка, они порушены. Кстати, вот этот дворец правителя, верхний его фасад украшает 20 тысяч пластин, представляете? Ну, смотрите, если у вас есть достаточно времени, чтобы посетить оба места, и Ушмаль, где мы сейчас находимся, и Чеченицу, где мы были до этого, то, конечно, надо посещать оба места. Но если вам надо выбрать, время есть только на посещение одного, то я бы, конечно, выбирал Ушмаль по причине того, что здесь людей меньше, здесь больше площадей для прогулок, вы можете на часть монументов забираться, здесь не все огорожено, здесь нет такого количества торговцев, которые шумят постоянно в какие-то дуделки. Вот. Или отвлекать тебя от просмотра достопримечательностей. Ну, конечно, да. Безусловно, вот эта Чеченица, это визитная карточка Мексики, как Красная площадь для Москвы. Вот. Но в целом, если вот надо выбрать, то я бы, конечно, рекомендовал вот здесь. Мы возвращаемся сейчас к машине. Закончили просмотр. Нам очень понравилось. Один из самых, наверное, интересных археологических комплексов. Приезжайте сюда, смотрите, пока билеты стоят еще более-менее, наверное, адекватных денег, потому что с каждым годом все происходит удорожание. Все-таки археологический комплекс находится под защитой ЮНЕСКО, поэтому вы сами знаете, все, что принадлежит ЮНЕСКО, все очень дорого. Ну а я убираю камеру, потому что на самом деле мы наконец-таки первый раз за все посещения храмовых комплексов и не заплатили за пронос камеры, а так нужно было заплатить еще 50 песо. Вот я и дождался ребятишек здесь на воле, на выходе. Сейчас берем что-то попить. Но вроде бы всем понравилось. И даже мне понравилось, на самом деле. И погода была прекрасная, и интернет здесь ловит, поэтому можно удобно расположиться, подождать. Я порядка, наверное, где-то часа полтора ждал ребят. Вот, они вернулись воодушевленными. Потом тоже вместе с вами посмотрю это видео и прогуляюсь по этому комплексу. Сейчас с ребятами мы садимся в припаркованный автомобиль и отправляемся в городок Тикуль, 27 километров от Ушмаля. А уже завтра утром покажем вам обзор отельчика, в котором мы остановились.
Недалеко от архитектурного комплекса Ушмаль находится город Тикуль, примерно 20 километров, и мы здесь остановились на ночь. Хотя Тикуль — это вообще очень маленький городочек, я даже не знаю, сколько там жителей, там всего лишь пару ресторанчиков. Мы даже вечером заезжали, немножко поужинали, но не снимали, потому что это очень локальное место. Вот. Но и заметны, кстати, цены. Цены все-таки здесь уже в 2-3 раза ниже, чем там в Канкуне, в Плайя-дель-Кармен. И мы остановились в прекраснейшем месте. Это, знаете, я как попала в мексиканский сериал, потому что я, когда была маленькая, смотрела бразильские сериалы, мексиканские. И часто, само действие происходило на каком-нибудь ранчо или в поместье. И мы как раз-таки остановились в поместье, как будто бы вот действительно это декорации к мексиканскому сериалу. Студия кинопрограмм телерадиокомпания «Останкино» представляет Викторию Руффо в мексиканском телевизионном сериале «Просто Мария». Кто бы мог ожидать, что среди маленького Тикуля, да, находится там в 2 километрах от него вот такое поместье. Иногда здесь проезжают мотоциклы, машины, но это прямо редкость. Хочу вам показать все это поместье. Оно в колониальном стиле, безумно красивейшее, ярко-розового цвета, окруженного пальмами, цветочками красивыми. Сотрудники постоянно ухаживают за поместьем, поэтому здесь чисто, красиво, уютно. И провести здесь даже один день для нас было большим подарком. Смотрите, опять эти креслица, как в Мериде, как в Вальядолиде. Хочу, кстати, еще добавить, что, вот вы знаете, это поместье, это прям как отдельный вид достопримечательности, потому что, когда знаешь, что есть такой вид отдыха, его невозможно пропустить. И вот здесь вот именно, знаете, такое получаешь эстетическое удовольствие от всей этой красоты. Природа здесь, я не знаю, это что-то чудесное. Я понимаю, что это не только природа, но еще и труд людей, которые здесь работают и действительно любят свое поместье. Посмотрите, какие кактусы большие, красивые. Мне просто хочется фотографироваться здесь в каждом уголочке, чтобы всю эту память оставить на долгие времена. Здесь несколько корпусов, где располагаются номера. Вот это вот один из корпусов. Гостей не так много. И чаще всего других гостей можно встретить за ужином, либо за завтраком. На территории поместья есть бассейн. Каждый день его просто чистят до блеска. Есть красивые лежаки, кресла, в которых можно удобно расположиться и загорать. Вот это вот наш корпус. И здесь у нас 2 номера. Один для нашего друга Али и для нас с Кириллом тоже еще один номер. Помимо того, что здесь есть бассейн, здесь также есть еще и сенат. Вот здесь, кстати, находится ресторан. Сейчас я вам покажу его территорию. Ой, здесь так свежо. Сейчас на улице светит солнышко. А в тени можно спрятаться как раз-таки в ресторане. Выходим из ресторана. И прямо рядом с нашим корпусом находится сенат, в котором мы искупаемся после завтрака. Мы в бассейне, я надеюсь, искупаемся. А потом будем уже уезжать в другой город. Мы, кстати, находимся в 100 километрах от Мерида. Вот здесь вот сенат. Как нам сказали, здесь вход. Вот это красота. И там под пещерой можно прямо пройти и выйти с другого выхода. И еще кое-что есть в этом отеле, точнее в поместье. Как все удобно здесь расположено. Буквально вышли из сената и попадаем на территорию, где можно поиграть в теннис. Ракетки также находятся на ресепшене. Поэтому можно взять там ракетки и поиграть.
Посмотрите, как здорово и все продумано. Да, здесь, конечно, вообще можно, знаете, смело уезжать на неделю и отдыхать. Безумно красиво, чисто. Я очень рада, что мы остановились в таком месте. Жаль, что я не умею играть в теннис, а так с Кириллом бы я, естественно, поиграла. Невероятно, невероятно. Ой, погода сейчас повезло, солнышко светит. Будем завтракать и отдыхать в этом поместье. У наших номеров есть небольшая терраса в виде, видите, такого балкончика, где можно посидеть. Сейчас покажу вам нашу комнату. Конечно же, здесь уже не так красиво, когда мы заехали, потому что все вот эти вот лепестки, которые вы видите на полу, они были на кровати, нас встречали с welcome drink в качестве интересного коктейля. Что мне нравится в нашем номере, так это гамак. Здесь можно спать, отдыхать, читать книжку. Номер просторный, кондиционер великолепно работает. Вот тот самый балкончик, который я вам показывала, столик, тумбочка прикроватная. Здесь также у нас есть бетонная ванна красивая. Вечером я тоже туда запускала лепесточки и принимала пенную ванну, отдыхала. Здесь такой красивый вид. Нам налили питьевую водичку. Это все бокал от коктейля нашего. Еще здесь приятно пахнет цветочками. Все эти цветочки растут на территории поместья. Еще один есть рабочий столик. Также телевизор. Хорошо работает Wi-Fi. Помимо того, что у нас есть ванна, у нас есть еще душевая. Здесь раковина. Полотенчики для рук. Видите, их сразу несколько штук. Все продумано. Есть мыло жидкое. Видите, тоже душ очень красивый. Зеркало. Также у нас есть шампунь. И мыло ручной работы, которое пахнет шоколадом. Салфеточки. Здесь у нас место для хранения вещей. Можно расположить все рубашки, футболки. Есть вешалки, фен, также очень много полотенец. Здесь у нас душевая, тропический душ. Очень все хорошо работает. Вся сантехника тоже новая, абсолютно. Везде царит чистота. Очень приятно находиться в таком номере. Кстати, у нас есть еще вид на террасу. Можно подняться здесь по лестнице и оказаться на крыше нашего корпуса и посмотреть на вид поместья с высоты. Ой, смотрите, сколько у нас здесь игуан. В бассейн развлекаются. Опа! Одна игуана думает, что она от меня спряталась, но на самом деле она такая большая, что ее несложно разглядеть вот за этими камушками. Смотрите, кто здесь спрятался. Один хвост только торчит. Пум! Привет! Эй! Решили не упустить возможность и посмотреть, какой здесь сенот на территории нашего поместья.
самом деле этот ценот больше похож на подземный бассейн в пещере. Водичка здесь прохладная, но очень удобная, потому что оно отстроенное. Глубина разная, можно пройти внутрь пещеры и выйти с другого выхода. Вот здесь становится совсем глубоко. Очень холодно. Но сделано оригинально. Для тех, кто любит водичку похолодней, будет самое то. Видите, ценот совсем небольшой. И сейчас я ухожу с другой стороны. А заходила вон там. Сейчас с ребятами мы пришли на завтрак. Вначале нам принесли фрукты. Здесь есть дынька, киви, бананчик. Также мы заказали себе блюдо из яиц, панкейки, кофе и чай. Нам до этого приносили дыню, ну, в других там отелях, в других местах, и она была прям зеленая. А здесь дынька действительно вкусная.